Всем здравствуйте, добрый вечер, рад всех видеть. Елена, Оксана, Solar Soul, здравствуйте всем. Евген, здравствуйте. Рад всех видеть. Ну что, внезапно, да, не раз в месяц, внезапно, второй раз за неделю, да, сюрприз-сюрприз, слышно и видно, отлично. Добрый вечер, Роман, слышно и видно, прекрасно, с Украины привет. Украине тоже привет. Соседи, вам всем тоже привет из Вроцлава. Так, ну что ж, внезапно второй раз за неделю, да, я планирую, что это перестанет быть такой внезапностью. Скорее всего, 2 раза в неделю я и буду выходить в эфир с лекциями, с теоретическими, просто потому что имею такую возможность. Да, выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот как-то у меня сейчас вроде совпадает. Значит, как все это будет строиться? Понедельник, вторник у нас будет лекция по значениям карт Таро. Где-то так четверг, пятница у нас будет вторая какая-то тема. Это либо смысл жизни по картам Таро, потому как это очень популярная сейчас тема. Много народу спрашивает. Многие люди хотели бы знать, что такое луч миссии, кармический урок, смысл жизни и прочее, прочее. Вот, и как все это можно трактовать с помощью карт Таро, как все это можно узнать с помощью карт Таро, мы и будем с вами как-то разбираться в этом всем. Тема на самом деле очень интересная, связанная с саморазвитием, в принципе, с тем, что по картам Таро и надлежит вроде бы как бы делать. Это одна из основных тем в астрологии, тема саморазвития, развития личности, развития сознания, как это расширение горизонтов, да, вот, ширина осознанности, и вот это вот все. Дело в том, что очень многие люди попадают в такую ловушку как бы прямого смысла этих вот пояснений, как нужно правильно жить, да, к чему надо стремиться, поэтому я бы хотел немножко прояснить ситуацию, ну, по крайней мере, для той точки зрения, которая совпадает с моей. Она может быть не такая эзотерическая, может быть, она не такая загадочная и таинственная, да, вот, мои постоянные зрители знают, что я стараюсь не то чтобы избегать мистики, да, я ее уважаю, я прекрасно понимаю, что есть много друга рацио на свете того, что неизвестно нашим мудрецам, но и стараюсь избегать отчетливые фразы о том, что я точно знаю, как должно быть. Вот если человек вам говорит, что он точно знает, как должно быть, значит он либо дурак, либо обманщик. Вот, потому как все знать невозможно. Но тем не менее стремиться к этому надо, да? Хорошо. Ну что ж, начнем, да? Сегодня у нас смысл жизни по императрице. Итак, что такое смысл жизни? Тема новая на этом канале, да? Смысл жизни, может быть, звучит чуть-чуть пафосно, но тем не менее не так пафосно, как луч миссии, кармический урок и прочие вот сопутствующие смысловые заявления, скажем так. Это первая лекция по данной теме, но начал я сразу с императрицы. Почему? Потому как я планирую, в принципе, связывать свои видео с этой темой и значение карт Таро, и смысл жизни по картам Таро, да, и хотелось бы, чтобы они шли нога в ногу, да, плечом к плечу, скажем так. Сейчас мы с вами проходим императрицу по значениям карт, поэтому я решил начать, собственно, и смысловое осмысление, да, карт именно с императрицы. Впоследствии будут сделаны видео еще и по шуту, и по магу, и по высшей жрице, само собой, только чуть-чуть позже, и ссылочки на них, конечно, тоже будут в описании к каждому видео. Вот. Так что сегодня пройдемся с вами по, скажем так, высшему философскому смыслу, да, все то, что я очень люблю, мои ученики, ученицы знают, что, а философию в картах Таро я люблю и уважаю, да, и склонен именно к рассмотрению карт Таро в этом смысле. Почему? Потому как карты Таро, в принципе, являются, скажем, такой, ну, как вам сказать, философия в картинках, да, если мы берем историю средних веков, историю Возрождения, да, то люди пытались осмыслить некие такие глобальные философские величины в каких-то символах.
Впоследствии все эти символы, такие общепринятые и общепонятные всем как бы на каком-то подсознательном глубинном уровне, у нас Карл наш Густав Юнг возвел в ранг архетипов. Да, собственно, слово это и значит нечто понятное всем, да, смысл который известен всем на каком-то глубинном понимании. То есть он возвел теорию о том, что кроме сознания есть еще некое человеческое личностное подсознание, в котором заложены какие-то механизмы, которые заставляют, в принципе, и работать и сознание, и человеческое тело, и вообще, в принципе, существовать человеку. Но есть еще и некое всеобщее, скажем так, общее для всех людей, великое то общее бессознательное, да, либо как это можно сказать, там можно по-разному перевести, но смысл в том, что оно общее для всех, да, и человек даже впервые сталкиваясь с каким-то понятием в своей жизни чувствует вот это понятие, да, именно так, как и все люди вокруг него будут чувствовать то же самое понятие. Например, если мы сталкиваемся с несправедливостью на каком-то глубинном уровне, мы будем чувствовать, что что-то тут не так, это плохо, да. Вот, и некие образы будут всплывать в нашем подсознании, уже в нашем личном, да, и заставлять действовать наше сознание, принимать какие-то неосознанные, ну, как нам кажется, конечно, вполне сознательные и четкие, ясные решения. На самом деле, как бы, есть такая очень интересная теория о том, что человеку только кажется, что выбор он в своей жизни делает сознательно, а по сути, как бы, предпочтение в одну либо в другую сторону его заставляет действовать именно вот то самое подсознание. Да? То есть, если человек что-то заложено, то он будет делать этот выбор неосознанно, и все это очень похоже на ситуацию из анекдота, где Бог поставил Еву перед Адамом и сказал: ну что, Адам, выбирай себе жену. Да? В принципе, так и получилось, что выбора у нас особо нет. Мы и так чувствуем подсознательно, что такое хорошо, что такое плохо. Ну а для того, чтобы голова четко поняла, что такое хорошо, что такое плохо, нужно идти к знающему человеку, к папе, да, к тому, кто имеет все ключи от всех дверей, за которыми скрыта информация, да, и спрашивать: пап, что такое хорошо, что такое плохо. И папа, собственно, сыну будет объяснять, что и как. Говоря папа, я, конечно, намекаю на карту Иерофант. Вот, но о ней мы, конечно, будем говорить позже. Но Иерофант, в принципе, и занимается тем, да, что дает человеку доступ к некому хранилищу информации, которая ему помогает жить именно так, как и положено, как и принято, как заведено, скажем так. И вот такие вот действия, они наиболее правильные, наиболее положительно влияющие на сознание человека, скажем так. Хорошо, вот такое вступление. Значит, зачем оно нужно? Просто потому, чтобы понять, что такое смысл жизни по картам Таро, потому как некоторые люди путают луч миссии, смысл жизни, кармический урок и прочее, прочее. Поэтому давайте для начала мы так в общем и целом охарактеризуем, что такое луч миссии, либо смысл жизни, либо кармический урок, кармическое какое-то наказание. Ну, как бы глубоко в тему кармы вдаваться не будем, но тем не менее разобраться будет нужно. Если у вас будут какие-то вопросы, ну, тут народу уже подошло. Здравствуйте всем, здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Израиль, Днепропетровск, Минск, я вижу, что народ подходит, знакомые все лица. Хорошо, очень рад видеть. Ну что ж, в первую очередь давайте разберемся, что такое луч миссии. Да? Начнем на примере императрицы, ну и, соответственно, дальше будем скакать по всем картам. В каждом следующей лекции у нас будет по одной карте Таро. Вы знаете, что о картах Таро я могу говорить очень долго, просто потому что это очень глубокое понятие. Вообще архетипы, если мы будем говорить об архетипах, то о каждом архетипе можно говорить очень долго, часами, сутками, годами, и так до конца и не понять, что это такое, просто потому что ощущение само очень глубокое, и сколько людей, столько и ощущений. Но все они примерно вот схожи. Теперь, что такое луч миссии? Почему часто спрашивают: объясните мне мой луч миссии по картам Таро, либо найдите мне мой луч миссии. Может быть, вы где-то там на форумах, где-то в ютубах, в инстаграмах сталкивались с людьми, которые просят объяснить, что такое луч миссии. Если сталкивались, напишите, пожалуйста, в чатик, сталкивались или нет. Те, кто не сталкивался, может быть, вы вообще и не знаете, что такое луч миссии, поэтому тоже можете написать в чатик. Мне вот интересно, сколько у нас по процентному соотношению примерно людей сталкивались с такими товарищами, либо не сталкивались. Может быть, это мне так везет, и у меня все время спрашивают.
пока вы там в чатик пишете, да, там можно просто плюс-минус сталкивались, либо не сталкивались, да, я вам объясню, что вообще такое луч Мессии. Один раз объясню, и потом буду на всех остальных видео давать ссылочки вот на, собственно, на это видео, в начале которого и объясню, что такое луч Мессии, что за школа Врата Изиды, может быть, слышали, нет, да. Так вот, хорошо, значит, впервые слышу. Хорошо, это значит, мне так везет, значит, у меня так постоянно спрашивают, значит, люди, которые знакомы с Вратами Изиды, заходят часто ко мне. Это такое понятие, которое ввела в обиход Исет Котельникова, руководительница, создательница школы Врата Изиды. Сразу скажу, это не реклама, я не разделяю взглядов этой школы, но тем не менее эта школа яркая, известная, и в Рунете они говорят, поэтому часто спрашивают что-то именно вот в символике этой школы. Как вам всем повезло. Ага. Кто-то, да, здравствуйте, Диана, да, я видел, что вы есть, здравствуйте еще раз. Вот, вы, судя по всему, знаете. Ну, есть такая Исет Котельникова, достаточно уважаемый в русских эзотерических кругах человек. Она окончила различные институты, я так понимаю, по психологии, что-то там еще такое. Ну, человек не глупый, разбирающийся очень глубоко в Таро. Я ее очень уважаю, несмотря на то, что взгляды ее не совпадают с моими, имеет право. В конце концов, карты Таро настолько многогранны, что трактовать их можно так, как вам удобнее, понятнее, приятнее. Вот, есть такая школа Врата Изиды. Почему так называется именно Врата именно Изиды? Дело в том, что основную идею они взяли из учений Папюса и руководствуются, в частности, стилистикой и практикой школы Папюса. Вот. Те, кто не знает, что это за школа, что это за колода Таро такая, я вам советую посмотреть мою лекцию по истории карт Таро. По-моему, это первая лекция из экспресс-курса этого, да? Вот, из интенсива этого, да, там есть разделение на 4, примерно 4 стиля школ Таро. И вот школа Таро Папюса, она отличается тем, что берет в себя стилистику Древнего Египта. И они глубоко уверены в том, что все знания по картам Таро и вообще вся символика карт Таро и вообще вся эзотерика в целом, в общем, к нам пришли из Древнего Египта, от жрецов Египта. Некоторые последователи этой школы даже считают, что до сих пор жрецы Египта в каком-то тайном виде живут среди нас, скажем так, и управляют нашей жизнью тайно. Некий такой высший конклав, который управляет вообще всем, что происходит. Вот. Это их право так считать. Кто я такой, чтобы лезть чужим уставом в свой монастырь, поэтому со своим уставом в чужой монастырь, поэтому, люди верят, окей. Так вот, лучи Мессии — это одна из, скажем так, теорий, которые выдвинули теософы, в начале 20 века. В частности, Блаватская и Рерихи, да, они, собственно, продвинули Агни-йогу, да, и учение о том, что нами управляют невидимые учителя, а где-то там сверху некие высшие сущности, которые и являются хозяевами 7 лучей. Вот, это невидимые энергетические лучи, которые пронизывают все пространство, и, собственно, нашу с вами Землю тоже. И пронизывают каждого человека. И каждый человек, в принципе, подвержен влиянию какого-то из этих лучей. И в зависимости от того, каким лучом он пронизываем, тем, собственно, и основывается цель его жизни. И он движется в каком-то направлении и должен развивать себя именно в направлении. Вот. Почему именно 7 лучей? Понятно, 7 чакр. Вообще цифра 7, она такое очень распространенное в эзотерике число. По сути, число-то 7 значит, что много, больше, чем человек может схватить воедино в ум. Современные ученые как-то выяснили, что вот обычному среднестатистическому человеку сложнее держать больше 6 неких образов, мыслей, цифр
слов в голове. Седьмое, оно как бы уже переполняет оперативную память человека, да, обычного, среднестатистического. У кого-то меньше, у кого-то больше, но в целом вот 7 это, цифра 7 вызывает ощущение множества, много, больше, чем можешь сосчитать. Вот. И, в принципе, все поговорки, связанные с этим количеством, да, там, седьмой сын седьмого сына, на седьмом небе, да, то есть очень высоко. 7 раз отмерь, 1 отрежь, то есть много раз отмерь, 1 отрежь. Вот они, значит, в принципе, много. Неисчислимое количество, больше, чем человек может понять. Поэтому цифра 7 имеет налет такой таинственности и очень развито использование цифры 7 в эзотерике. Вот. Дальше. Вот эти 7 лучей, собственно, и являются основой 7 чакр, основой 7 тел человека, всякие там астральные и прочее. Я уже что-то вроде лунных узлов в астрологии. Может быть, да. Вот по поводу лунных узлов в астрологии лучше всего спросить у Юрия Хана, да. Я, кстати, сегодня глянул, что он там видео каких записывал, много всяких интересных видео. Вот, поэтому вот по лунным узлам это скорее к Юрию Хану, он там вообще поэтому большой специалист. Гораздо больше, чем я, тут без всякой ложной скромности скажу. Вот, собственно, Исет Котельникова, да, очень интересовалась всем этим и никак не могла привязать эту тему к Таро. А Таро она очень интересовалась в свое время. Вот, но каким-то образом все-таки переосмыслила эту идею, обработала, и у нее получилось 12 лучей миссии, да. Собственно, луч миссии и является вот этим некой движущей энергией, которого каждого отдельно взятого человека может вести в нужном ему правильном для развития направлении. Проще говоря, является его смыслом жизни, да, тем направлением, в которое ему нужно развиваться. Например, если у вас заложено много всего от музыки, да, у вас тонкий слух, вы интересуетесь музыкой, вы впадаете в некий экстаз от прослушивания музыки, очень любите ее создавать, то и без всяких карт Таро можно сказать, что хорошо бы вам развиваться в этом направлении, потому как раз все так складывается, значит, скорее всего, судьба тебя туда двигает, да, у тебя дар, у тебя способности, давай развивай. И, собственно, она продвинула еще и тему того, что кроме вот этого луча миссии, да, есть еще и подлуч, да, то есть некая вторая карта, которую можно тоже вытянуть, причем это только старшие арканы, только с помощью старших арканов можно эти лучи миссии узнать, выяснить и, соответственно, прояснить свой смысл жизни, если вдруг сам сообразить не можешь. Вот. Подлуч миссии это как бы второй смысл, да, то есть если первый луч миссии это, к примеру, музыка, а второй луч миссии это, к примеру, преподавание, да, то учительство, то, соответственно, складываясь, это он как бы придает особый оттенок, особый смысл. То есть человек, тонко чувствующий музыку, может еще и преподавать эту музыку, и таким образом, складываясь, мы как бы делаем логическое умозаключение. Ага, соответственно, вполне человек может найти свой смысл жизни в том, чтобы мало того, чтобы познать музыку, так еще и преподавать ее. Вот, это если вкратце, очень общо, опять же, я не претендую на тонкое знание понятия луча миссии, это скорее то, как я его вижу, то, как я его понимаю, так на обывательском уровне, да, пытаюсь вам это нормально, внятно, как человеческими словами объяснить. Хотя у них на сайте, в принципе, тоже все это внятно объяснено. Ну вот аналогии провести можно. Я бы просто-напросто сказал, что смысл жизни у вас какой, что вам интересно, чем заниматься-то хотите. И либо, говоря по-пацански, ты кто по жизни будешь. Вот если вы поймете, кто вы по жизни, вот тогда все вопросы о смысле жизни у вас отпадут сами собой, вы просто будете с удовольствием делать то, к чему вы склонны, что вам интересно. Да? Ну и соответственно, если вдруг вы теряетесь в том, что и как там найти, да, к себе в смысл жизни, карты Таро могут в этом помочь, если вы на самом деле в это верите, если вы в самом деле понимаете эти карты Таро на глубинном философском уровне, потому как работать с предназначением человека, да, и с вот тем самой миссией, с той самой, да, нужно хорошо понимая философию карт Таро. А это дано, не то чтобы не каждому, не всем это интересно, скажем так. Я не хочу тут возвысить себя, да, что вот я философию Таро понимаю, а вы там только бытовые значения, да, мелко плаваете, да. Нет, на самом деле просто не всем это интересно. Кому-то интересно деньги зарабатывать картами Таро, и это вполне нормально себя прокармливать за счет своего занятия.
Кому-то интересна философия, кому-то история. Мне вот интересна история, мифология и философия карт Таро. Собственно, я и развиваюсь в этом плане. Плюс мне интересно еще делиться информацией. Преподавать я, может, не очень умею, да, но тем не менее делиться информацией я люблю. Вот как-то так. Юрия Хана не очень нравится слушать и смотреть его расклады, мое мнение. Но он такой специфический человек, но тем не менее я вам должен сказать, что он очень хорошо разбирается в астрологии, да, и хорошо чувствует карты Таро. Трактует он, может быть, их по-своему очень, да, именно с астрологической точки зрения, но тем не менее его послушать лично мне очень интересно из-за его информации. Не из-за манеры подачи, не из-за манеры говорить, да, это личное дело каждого. Вот, я тоже не червонец, чтобы всем нравиться, да, но тем не менее, вот он и информацию подает интересную, над ней стоит задуматься, поэтому безотносительно к его личности, я могу сказать, что инфу он дает очень порой интересную. Не совсем я согласен, но тем не менее, там есть очень много интересного. Вот, соответственно, вернемся к лучам миссии. Вот луч миссии — это такая штука, которую вы, допустим, можете в школе Врата Изиды прийти за бесплатно, по-моему, даже как-то этот луч миссии узнать и, соответственно, дальше что-то там с этой информацией делать, развиваться в нужную вам сторону. Вот, собственно, и все. Что такое луч миссии? Проще говоря, смысл жизни. Если так совсем плоско. С кармическими уроками то же самое. Многие люди считают, что человек рождается в эту жизнь для того, чтобы пройти некий урок кармический. То есть в прошлой жизни там у него что-то было, что-то он набедокурил, да. Теперь в этой жизни ему нужно как-то эту либо ошибку искупить. Искупить ошибку — это значит учесть эту ошибку, да, и сделать теперь уже по правильному. То есть развиться, опять же, в нужную сторону. То есть тот же самый кармический урок, то есть взгляд на тот же самый луч миссии, если вы верите в энергетические лучи по Блаватской, пронизающие нашу, собственно, планету, да, если вы верите в нахождение смысла жизни, если вы верите в карму, все это можно просмотреть примерно вот картами, скажем так, общее направление. Вот. А кино, которое я вам советую в этом плане, обязательно посмотрите «Облачный атлас». Во-первых, это красиво. Это отличный голливудский продукт, а они как бы зря свои деньги не берут, да, они хорошо разбираются в том, что они делают. Сценаристы там очень правильную траву курили, поэтому вот создали очень качественный философский продукт, завернутый в очень красивую, современную, динамичную, вот эту звездно-воиновскую оболочку, так скажем. Все очень здорово и, с другой стороны, философски. Актеры шикарные, там один из моих любимых актеров Том Хэнкс, он всегда снимается в таких фильмах философских, очень таких умных. Вот, и вообще, в принципе, интересно посмотреть. Там как раз и показано развитие человеческой души в одну сторону и падение другой человеческой души, собственно, из образа человека, который в чем-то ошибся, да, и падение до самого ужасного, страшного злого зла. Да, и, соответственно, человека, который в начале фильма был таким алчным и жадным, да, он развился в человека, который, превозмогая там свою слабость и какие-то искушения, развивается в человека по итогу счастливого, довольного своей жизнью, скажем так. Очень советую. Отличный глубокий фильм. Да. Вы классный преподаватель, обожаю ваши интереснейшие лекции, благодарю. Спасибо. Вот, собственно, вот, это кино я вам советую. Теперь, собственно, по «Императрице». Может быть, чуть-чуть такое длинное вступление, да, но тем не менее, я просто на это вступление потом буду ссылаться с других видео, да, чтобы не повторять его каждый раз для всех, кто впервые будет заходить на видео. Вот они будут сюда приходить и смотреть про этот смысл жизни. Новый мультик «Душа» прикольный. Да, совершенно верно. Вы вот вспомнили, опять же, этот мультик. Я его не так давно смотрел. Я вообще стараюсь смотреть все такие блокбастерные новинки. Он не то чтобы блокбастер, но он, опять же, такой философский. Он прикольный, такой детский, легкий, да, но с интересным смыслом. Вот когда я говорил о музыке и о преподавании музыки, я вот как раз имел в виду этот мультик, да, о том, что там человек искал смысл жизни своей только в музыке, а по сути он являлся преподавателем этой самой музыки, да, и у него очень хорошо получалось преподавать, заинтересовывать детей в этой самой музыке.
а ему очень хотелось играть там в джаз-банде, в известном там как бы вот. И в конце концов он понял, да, что основной смысл его жизни был как раз учить людей, детей, да, вот тому, что прекрасно в музыке. То есть как бы и музыке служить, и нести какую-то пользу детям. И когда он осознал это, вот тогда он понял, что его жизнь приобрела смысл. Без осознавания того, что он на самом деле это и так уже является хорошим преподавателем, и смысл жизни просто в том, что вы правильно делаете то, что у вас и так делается, да. Например, как бы, ну вот ко мне постоянно шли люди за советом. Причем сначала это было просто знакомые, друзья, как-то что-то мне плакались в жилетку, что вот меня там девушка бросила, у меня там еще что-то какая-то ерунда, и девушки приходили, и парни вот жаловались там после там бокала другого пива, да, там за жизнь жаловались, что вот. И причем именно по личным отношениям почему-то. Я не был там каким-то суперспециалистом по этому делу, да, но почему-то люди приходили плакаться именно в мою жилетку. И моим долгом, ну, я чувствовал своим долгом как бы их утешать и объяснять им, что они сделали не так, ну, как мне казалось. И по итогу это вылилось в то, что теперь я работаю с картами Таро и помогаю людям как-то решать их проблемы уже на более, скажем так, глубоком профессиональном уровне. Все к этому пришло. Ну вот, поэтому смысл своей жизни я вижу в донесении информации, нужной, правильной, людям, которые в ней нуждаются. Неважно, что это по работе, по личной жизни, либо по картам Таро. Мне интересна эзотерика и карты Таро, поэтому я делюсь информацией по тому, что мне и так интересно. Вроде как получается, не знаю. Вот, хорошо, теперь давайте все-таки к императрице и посмотрим, в чем может выражаться смысл жизни, да, в чем можно найти смысл жизни, опираясь на старший аркан Таро императрица. Те, кто впервые на видео и на канале, да, и не знают, что за императрица такая, да, как я вижу, и императрицу, опираясь на астрологию, на мифологию греческую, вавилонскую, шумерскую, да, скандинавскую. Вот можете сходить на видео, которое есть уже на канале, и описывать значение этой карты. И философской, и в принципе прочее. На бессознательном уровне видели вас психолога. Может быть. Вот. Лицо у меня, говорят, доброе, поэтому, может быть, мне в жилетку и плакались, и оно как-то так вот сработало. Хорошо, теперь давайте смотреть, что у нас по императрице. Если что, можете задавать вопросики в чат, я буду реагировать там по мере того, как у меня смысловые там какие-то куски фраз будет какая-то пауза смысловая, я буду реагировать на ваши вопросы, можете там между собой общаться, можете не стесняться. Хорошо, императрица. Как уже говорилось ранее, это второй дом, телец, да, и характеризуют эти две карты, император и императрица, это, конечно, парные карты. И рассматривать какую-то отдельную карту, собственно, отдельно от всех других, было бы ошибкой, конечно. Просто потому, что в моем понимании карты Таро, они являются, скажем так, такой лентой длинной, да, которая закручена в спираль, и которая абсолютно бесконечна, и после того, как человек в своем осознании чего-то там, да, приходит к пониманию всего, да, приходит к некой гармонии, к мироощущению и смиряется с тем, что происходит, и, соответственно, начинает делать все так, как нужно, да, он опять становится шутом и начинает познание чего-то следующего на новом этапе, и там происходит как бы слияние мира и шута, и все опять начинается по тому же самому кругу, по которому у нас с вами и расположены все карты Таро. Поэтому можно сказать образно, что старшие арканы Таро — это такая длинная лента, такой комикс, да, некое понятие, которое рассказано в лицах, в каких-то образах и развивается, исходя само из себя. И по итогу, как змея Уроборос кусает себя за хвост и продолжает, опять же, дальше этот цикл. Да, то есть можно сказать, что вот это кольцо, либо спиральку, вот эту длинную пружинку, просто порезали на отдельные карты и выложили вот по отдельности. И теперь мы их просто перемешиваем в случайном порядке и вытаскиваем, пытаясь понять, что это за фрагмент вот этой длинной интересной истории.
Так вот, что за фрагмент такой под названием императрица? Проистекает она из высшей жрицы и переходит в императора, собственно. То есть человек, ощутив в первые 7 лет своей жизни мага и пройдя через высшую жрицу, да, то есть маг — это его сознание, высшая жрица, можно сказать, условно, опять же, все это очень условно, говорится, что это подсознание, ощущение правильно и неправильно человек ощущает в первую очередь глубоко внутри себя. На этом основывается работа его совести. Совесть сама прекрасно знает, что такое хорошо, что такое плохо. Механизм действия совести скрыт от человека и является, собственно, в виде вот той богини, да, богини Иштар, либо любой другой богини, которая обозначает таинственность, так скажем, да, она может прятаться в смысле по Торе, да, Тора, само понимание, что такое Тора. Тора есть скрытое знание, скрытое за явными словами, да, ну это как бы высшая каббала, в этом и лезть не будем, нам это не нужно сегодня. По императрице. Мы же с вами говорили о том, что императрица — это в первую очередь Венера, конечно, либо Афродита, либо, скажем так, мать природа, если говорить просто. Да? Я вам говорил о том, что по своим составляющим символика этой карты основывается на символику в первую очередь Афродиты, Венеры и Диметры, матери природы, так скажем. И в принципе, если мы берем характер тельцов, то они такие есть. Они достаточно спокойные, часто уверенные в себе просто потому, что хорошо понимают, что они делают. Они, если берутся за какое-то дело, то они стараются браться за то дело, которое им интуитивно понятно. Стараются не лезть во что-то неизвестное, опасное, поэтому они такие товарищи осторожные. Вот, просто потому, что чувствуют другую свою сторону, да. То есть мы по императрице остро чувствуем опасность ошибок, потому что хорошо прошли уже знакомство со своей совестью в виде высшей жрицы. Хорошо знаем, что такое черное, что такое белое, что такое хорошо, что такое плохо. Человек чувствует на подсознательном уровне, что если мы берем свою естественную человеческую природу, да, физиологию, грубо говоря, просто-напросто тело, организм, если уже так совсем сказать, то организм, в принципе, сам знает, как ему действовать. И если ему чего-то хочется, то это, в принципе, правильная вещь. Потому что организм, он работает сам, так как заложила в него мать природа. Все эти сведения, которые вот по высшей жрице, все эти тайные знания, которые нам нужны для правильной жизни и деятельности, в императрицу пришли из высшей жрицы. Она, как мать природа, в нас это все дело заложила. Это, можно сказать, инстинктивное на физическом уровне ощущение. Вот, поэтому императрица в высшем философском смысле это единение с природой, в частности со своим собственно физическим телом. Это понимание того, что если тебе что-то хочется, значит это правильно, значит природа так задумала. Хочется сладкого? Почему нам хочется сладкого? Вот теперь смотрите, очень интересная тема, очень модная сейчас и очень важная. Переизбыток калорий. Да? Казалось бы, при чем тут? Дело в том, что императрица — это мать-кормилица. Она нас кормит, она нам дает еды столько, сколько нам нужно. Для своего правильного существования есть обмен веществ, он сбалансированный. И заметьте, правильным питанием является сбалансированное питание. Да? Не слишком обильное, но и не слишком ужатое, да, а вот как раз столько, сколько нужно, причем все пропорции, да, там белки, жиры, углеводы содержатся в правильных, гармоничных пропорциях, так как заложено в природе. Считается, что это хорошо. Можно сказать, ну как же так, ведь раньше люди как бы жили в пещерах, да, питались как бы сбалансированно, да, и при всем этом мерли в 25-35 лет, в 40 лет человек был уже таким глубоким стариком. Но как бы и условия жизни на это раньше тоже были похуже.
Не было лекарств особых, да, было холодно, было голодно порой, просто потому что, как бы, ну, не всегда человек разумный селился в тех широтах, где ему нужно было селиться, да. Чем теплее, тем лучше, конечно. Вот. Но если мы жили в гармонии с природой, она нам давала то, что нам нужно. И люди, как бы грамотные, знающие, как все это делать, они могут уйти в лес и на подножном, грубо говоря, корме жить абсолютно счастливо. Да? Там какие-нибудь охотники-собиратели в Сибири до сих пор не всегда понимают, зачем им эта цивилизация надо, если у них и так все, в принципе, есть. И вот природа в нас заложила некоторые понятия, что то, что вкусно, то полезно, то, что невкусно, чаще всего оно такое вот, ну, горькое есть не стоит, просто потому что это либо яд, отрава, либо какое-то, ну, лекарство, да, либо что-нибудь такое, что в большом количестве тоже будет ядом, и значит есть много не надо. А вот если что-то сладкое, значит это хорошая тема. Так вот мы же с вами знаем, что избыток углеводов и слишком много сахара плохо влияет на организм и является тоже ядом. Почему так случилось? Из-за неправильной императрицы. Императрица, она же не всегда правильная. Природа, она может быть как любвеобильной, так и злой. Да? Императрица это когда всего в избытке. Всего столько, сколько нужно. И брать ты должен столько, сколько тебе на самом деле сейчас нужно. Так вот смысл жизни по императрице, вот из этого избытка, который нам дает природа, брать себе столько, сколько нам нужно. Не больше, не меньше. Как это делать правильно, нас научит, конечно, потом император. А это ограничение себя в каких-то правильных, нужных рамках. Поэтому, поняв, что такое хорошо, что такое плохо, найдя избыток вот этого всего и хорошего, и плохого, по императору мы уже впоследствии научаемся все это пользовать. Грамотно, взвешенно, сбалансированно. Так вот, императрица и учит именно этому балансу. Да? То есть она нам дает все, что нам нужно. Если она нам дает что-то сладкое и говорит, смотри, организму это вкусно, приятно, значит это полезная штука. Человек находил в дикой природе, что там? Он находил что-то сладкое. Что он мог найти? Либо фрукты, которые бывали редко, да, и являлись, в принципе, хорошим источником энергии, но недостаточно насыщенным, да. А вот мед, который попадался очень редко, и достать его было очень сложно, да, потому как пчелы все-таки и прочее, все этого, да. Если человек находил дикий улей с медом, это было для него удачей, потому что съев жменьку меда, да, он мог целый день потом ничего не делать, лениться, валяться и радоваться жизни, потому что необходимый лимит по калориям его тело уже получило. Да, то есть это хорошо. Это безопасное, хорошее ощущение, которое нам дает природа, если дает нам то, что нужно. Ну и, конечно, сейчас в наших условиях этого сладкого вкусного у нас навалом. Мы можем сходить в ближайший в магазин, накупить 3 килограмма сахара и питаться только им. И нам будет как бы вкусно, приятно, да, он же сладкий, он же вкусный, да, либо медом с хлебом только, да. Зачем нам эти вот огурцы и помидоры и прочее, да? С другой стороны, организм чувствует, что клетчатка тоже нужна, поэтому часто хочется огурчика, помидорчика, что-то такого. Часто хочется мяса. Просто вот временами хочется мяса, потому что человеку нужен белок, да, человеку нужны жиры, растительные, животные. Вот в природе все это было в некоем таком взвешенном, сбалансированном виде, да, то есть мы там где-то червячка съедим, где-то корешок, где-то там колос там какой-то дикой пшеницы, еще что-то такое. И вот все вместе оно и собиралось в это БЖУ естественное, как бы, да. И человек-то умирал рано не от того, что питание было не сбалансированным, а потому что порой его было очень мало. Вот. Современный человек чаще всего умирает от того, что этого питания слишком много. Избыточные жиры, холестерин, это плохо. Избыточные сахара, это тоже плохо. Это диабет, это проблемы с сердцем. У нас людей от сердечных проблем умирает больше, чем от чего-нибудь там еще. Да? То же самое. Жиры, диета, вот это вот все, что нужно для нормального питания. Так вот, что у нас императрица? Это мать природа, которая нам дает все именно в тех пропорциях, в которых нам нужно. Мы просто
перебарщиваем порой, потому что попадая на какую-то правильную тему, вкусную, да, сладкую, мы теряем голову и начинаем действовать сообразно вот этой природе. Природа говорит, сладкое это хорошо, потому что это дешевый источник энергии. Тебе не нужно потом будет целый день бегать по лесу, искать себе там червячков, да, прочих там. Вот, съел и все, радуйся. Это хорошо, это ешь больше, это запас. Вот, и организм реагирует. До сих пор организм у нас так и реагирует, это очень сложно, очень сложно с ним что-то сделать, понимаете? Вот, так как он природу-то чувствует свою. Сознание человека за последние пару тысяч лет изменилось глобально, а вот физиология, оно помедленнее, да? Земля и физическое тело, оно более инерционная стихия, нежели воздух. Воздух он раз и уже там развилось знание. А вот Земля, как физическое тело, оно пока перестроится, пока там новые компоненты выработает, пока привыкнет к новым условиям, много-много тысяч лет может пройти. Вот. Так что одна из целей императрицы – это понять правильное употребление того, что есть, допустим, в пищу, того, что тебе дает природа. Правильно сбалансировать то, что тебе есть. Понять, где найти то, что тебе нужно, правильно разбогатеть, однако пользоваться этим разумно. Природа, она увеличивает количество. Что такое Афродита либо Венера? Это богиня женственности, неги, безделия, приятного, вкусного, мягкого, теплого, женственного, округлого, деторождающего и прочего всего такого хорошего, что воплощает, допустим, ощущение мамы в нас. Вот это архетип матери, небесная мать, вернее, это земная мать, понятная, приятная на ощупь, такая вот женственная, вся такая добрая, кормящая, да. Вот у нас там была богиня Диметра, да, она прям вот такая вся кормилица с серпом, с рогом изобилия. Это вот то, что нам дает природа, да. Мать природа о нас заботится. Наша задача понять, как этим пользоваться грамотно. Вот, ни больше, ни меньше. Потому как злая Диметра, она очень мстительная. И если человек неверно понимает свою природу, и если он вдруг решает, что вот раз организм что-то хочет, значит это правильно, значит нужно это есть. Вот мне хочется все время сладкого, да, и я теперь буду есть только сладкое, оговаривая это тем, что ну раз организм хочет сладкого, значит ему сейчас нужно больше углеводов, поэтому больше углеводами питаться, да. Вот. Это, конечно, будет ошибочно, это приведет условно к диабету, допустим, да, второго типа. Вот. Это можно сравнить с обжорством, да. Обжорство — это темная сторона Диметры, потому как Диметра, она что делает? Она говорит, вот, на тебе из этого рога изобилия, ешь еще больше. И мы начинаем вести себя по неправильной, такой жадной Диметре, да, как саранча. Вот саранча, которая пожирает наши плоды, это императрица злая. Уже если мать злится, то мало не покажется никому. Если мать-земля приходит в ярость, то землетрясение вообще одно из самых страшных происшествий. Да? Это ужас на уровне вот глубинного чего-то такого, да? Потому что Земля — это то, что вот база, основа, то, на чем все стоит. Поэтому злая Земля, злая Диметра — это такое явление природы, какие-то стихийные бедствия. Это вот самое худшее, что с человеком может произойти в жизни. Самое такое пугающее, ужасающее. Вот, давайте вернемся к общему пониманию вот этой. Давайте вот так я выведу вам, да. Вот, собственно. Поэтому что нужно делать правильно по императрице? По императрице нужно правильно понимать свою женственность, свою любовь, скажем так. Потому как основное ощущение Венеры — это любовь, конечно. Природа нас любит, поэтому она нам дает, как мама нас любит. Мама нам дает что-то, просто потому что она нас любит. И все на этом. Больше никакой причины не нужно. Поэтому по матери природе мы можем учиться любви чистой и искренней, так как мы ее чувствуем. Если нам какой-то человек нравится, нам не нужно разумно думать, правильно мы либо неправильно делаем, да, выражая свое желание к этому человеку. Да. Если нам человек нравится, мы ему открыто, честно, явно по своей природе говорим: ой, знаешь, а ты прикольный, ты классный, да, нормальный.
И вот если вы знакомы с людьми, которые проповедуют вот истинную любовь, они всегда стараются быть честными. По императрице это истинное, ясное, природное поведение. Если тебе хочется, ты делай так, как тебе хочется. Вот, хочется тебе сладкое кушать, кушай сладкое, да, но в меру хочется тебе быть честным с людьми, это значит, ты испытываешь к ним искренние чувства, как будто бы ты любишь как мать, да. Вот. Почему? Потому что по ощущению Деметры это мать тысячи детей. Вот все зверюшки, муравьишки, вот все живые существа в природе, они и являются этой матерью, она всех своих детей любит одинаково, да, как и вы там своих дочек, сыновей любите абсолютно одинаково, неважно там какой характер, ну вот любите и все. Вот. Поэтому вот истинной правильной любви можно учиться по Венере. Конечно, по другим картам мы должны учиться еще чему-то другому. Да, например, порядку по императору, да, либо справедливости по той же самой справедливости, да. По башне мы должны учиться вовремя проходить что-то, отдавать то, что мы должны отдать, и переходить дальше, да. Переставать надеяться на то, что, ну, там и прочее, прочее, да. По каждой карте мы чему-то учимся. По императрице мы учимся любить искренне и правдиво, так как мать любит своих детей. Заботиться о других, так как мать природа заботится о нас. Опасность может быть в том, что по этой карте вы можете впасть в жадность. Потому как что такое Венера, Телец? Это накопление, да? Венера, она не только хорошая, Афродита, да, она еще и чрезмерно любвеобильная, и если мы будем всех любить так, как нам хочется, да, нас могут заподозрить в нехорошем таком поведении. Я уж не буду это слово говорить, да, ну просто вот хочется и все, да. Не могу ничего с собой поделать, хочется и все, вот такой красивый мужчина, да, и там, либо женщина, да, там, и вот, ну вот, прям, ну вот все. Вот разумному цивилизованному человеку нужно учиться Венеру в себе осознавать и удерживать в рамках приличного, пристойного. Потому как природное поведение, оно как бы правильное. Да? То есть если мы видим, там, если самец видит самку в дикой природе, он выражает свой интерес определенным образом, он там что-то сделать пытается. Да? Вот. Если мужчина видит женщину, он как человек не только чувствующий свою природу, но и чувствующий еще свое сознание, осознающий свои действия, он, конечно, должен, как человек разумный, ограничивать вот эту императрицу своим императором. Нормами закона и нормами морали. Нормы морали — это уже как бы следующая карта. То есть, что у нас есть? Император в паре с императрицей — это мораль, которая сдерживает наши природные желания. Так вот, для того, чтобы сдержать свое природное желание, с ним сначала нужно познакомиться, его познать, ощутить полностью и понять его сильную и слабую сторону. Очень легко впасть в такое заблуждение, что ага, ну раз мы все должны понять, познать, давайте мы тогда вот все будем пробовать, все в жизни нужно попробовать хотя бы раз, да, один раз живем. С одной стороны, конечно, это императрица, потому как это явная радость жизни, это наслаждение существованием физическим на вот том же самом физическом уровне, да? Раз уж мы родились в этой природе, давайте мы ее познаем, вот и то попробуем, и то, и это, и вот там ягодка вкусная, и вот здесь, и то, и все, да. Но не все дары природы нужно брать, пробовать так, как нам хочется. Какие-то вещи такие, скажем так, особо опасные, вот на уровне горько, значит, это есть нельзя, заложены в нас самой же природой, но еще по высшей жрице мы подсознательно чувствуем, что горько есть не надо. Вот. Просто потому, что это механизм определенный такой, он тайный, скрытый, нам не совсем понятно, а что это горькое нам, а почему горькое, оно противное такое, почему горький вкус вызывает у нас отторжение такое, да, вот этот механизм, в который нам лезть особо и не надо, потому как раз не хочется, значит все, значит по природе это правильно. Вот, поэтому любые наши желания на физическом уровне, они, конечно, правильные. Императрица, ее нужно раскрывать правильно. Вот. Очень часто руководствовались этой мыслью эзотерики, которые приветствуют учение Кроули,
да, телему, и там, значит, что тебе хочется, то тебе и надо делать, и все будет нормально, да, все будет окей. Поэтому, если твоему телу что-то хочется, надо это пробовать. Но там есть опасность употребления наркотиков. Опять же, попробовал, ну вот хочется же, раз есть, значит, раз природа нам что-то дает, такие вот, да, какие-то грибочки, да, вот, значит, нужно этот грибочек скушать и попробовать. Тут самое главное по правильной Венере не переусердствовать, потому как если вы много грибочков съедите, это будет ядом. Вот, это будет плохо. Вот, поэтому ограничение это то, что должна природа нам давать вместе со своим правильным ощущением. В плане отношений, да, это, конечно, умение выразить свою любовь, умение выразить свою любовь ко всем людям, не только к противоположному полу, но и вообще, в принципе, к человеку, как к физическому существу, природному. Потому как для матери природы мы все братья-сестры, и относиться к другим людям по императрице нужно по-братски, по-сестрински, так. Более того, если ты чувствуешь свое преимущество над ними, ты должен вести себя как правильный родитель, да, давать другим людям то, что ты можешь им дать, как мать природа нам дает. Вот все, что там есть у нее, мы можем брать у нее. У нее взамен вырастает еще больше, да, как вот эти грибы. Мы ходим в лес, срезаем эти грибы, срезаем. Вот, а их все больше и больше вырастает. Мать природа постоянно делится с нами. Вот, задавайте, пожалуйста, кстати, вопросы практические, то есть, ну, вот как именно можно еще трактовать эту карту в более таком широком смысле, потому как у меня гораздо лучше идет объяснение, если я отталкиваюсь от вопроса чего-нибудь, поэтому я с радостью буду слушать все ваши вопросы, обращать на них внимание, это будет, ну, как бы более, что ли, правильно, да, более логично. Вот. Но в общем и целом, как бы основной смысл по картам это именно любовь, любовь к жизни, скажем так. Противоположные карты-то у нас, да, противоположный дом у нас связан с домом 8. Это Скорпион, там смерть и умеренность, как понимание того, что переход из одного состояния в другое, он неотвратим, он ожидает всех, поэтому как бы особо бояться его не надо. Но вот эта вот линия, да, Телец и Скорпион, она говорит о чем? О том, что с одной стороны мы очень любим жизнь, как мать природу и как отца, который нам дает порядок в том, что нам мать предоставляет, да. И с другой стороны, мы очень боимся смерти, опять же, на естественном уровне. И заметьте, все это происходит на таком абсолютно естественном уровне. Любовь к жизни у нас является абсолютно нормальным, врожденным, естественным чувством. И вот то же самое чувство, если мы на него смотрим с какой-то обратной, с изнаночной стороны, с отзеркаленной стороны, у нас выражается в 8 доме в боязни смерти. Вот. Ну, это само собой не основное значение этого дома, но оно одно из образующих этот дом. А в финансовых вопросах делиться уметь по императрице, да, и делиться в том числе. Почему? Потому что Телец, он производитель, он работяга, он делает. Он как мать природа сеет, пашет, взращивает и вырастает всегда больше, чем ты посеял. Твои действия, как минимум, тебя точно прокормить смогут, но если ты искренне и честно делаешь свою работу, у тебя всегда будет больше, и ты всегда сможешь сложить себе в запас. Тельцы очень умеют запасать что-то коллекционировать, собирать. Природа, если что-то вырастает, да, и не съедается там животными, птицами, человеком не собирается, оно не просто уходит там в чернозем и пропадает. Оно перерабатывается в полезные минеральные вещества и потом вырастает опять в другом виде, да, то есть все эти опавшие листья, они не уходят никуда. Вот по закону сохранения, скажем так, условному закону сохранения энергии, по круговороту веществ в природе, да, у нас и появляется ощущение того, что ничего не пропадает даром. Поэтому, если ты можешь делиться, если ты умеешь делиться, то тебе это воздастся, да? Помогая другому человеку, ты помогаешь своему ближнему.
Помогая своему ближнему, ты делаешь мир чуть-чуть лучше, ты делаешь общество вокруг себя чуть-чуть богаче. Какой смысл в том, что ты соберешь все свои деньги себе в карман и будешь такой сидеть и радоваться? Вот вы все бедные, я один богатый, да? Ага, хорошо. Ну и что, ты потом будешь ходить среди этих бедных людей, да? Сверкать золотом, а они будут ходить в тряпках? Ну и какой смысл в этом всем, да? Ну а если ты одет в хорошую одежду, ты смог поделиться с другими людьми тоже чем-то хорошим, и у них одежда тоже стала чуть-чуть лучше, да, то и твоя жизнь тоже становится лучше. На этом основано, в принципе, ощущение общества в тех же самых Европах и в Штатах, допустим, да, в странах первого мира, да, и бомжи там почище чуть-чуть, скажем так, ну, образно выражаясь. Опять же, если вы вот знаете, что у вас на улице, на вашей чистой улице живет там один бомж, и он такой не очень приятный, да, от него пахнет, дайте ему свою старую одежду, да, он будет чуть-чуть чище. Дайте ему мыло кусок, он стоит копейки. Он где-нибудь там в речке помоется, грубо говоря. Я не призываю делиться с ним жильем, да, потому как, ну, все-таки, если человек так живет, значит, он какой-то выбор делает в своей жизни и сам за него ответственен. Но помочь ему тем, чем мы можем, тем, чем нам не жалко, мы вполне можем. Ну вот, и таким образом мы делаем мир вокруг себя чище, лучше, мы делимся своими излишками, скажем так. Потому как, поделившись куском мыла, от меня не убудет, а другому человеку станет лучше. Соответственно, мир как-то станет более естественным. Все, вот этот вот переход накопленного к другому человеку тоже будет более природным, таким, более естественным. Вот, поэтому, если у вас чего-то много, и вам этого не жалко, то почему бы не поделиться? А вот если вам жалко, то это жадность. Природа этому не учит. Природа учит делиться чем-то. Само собой, что запасы на зиму делать нужно. Но излишки, которые все равно сгниют, ну зачем? Как, как эта фраза там? В последней рубашке рукавов нет, да? Ой, этих. В последней рубашке нет карманов. Ну, в том смысле, что с собой на тот цвет ты мало что унесешь. Поэтому, вот, допустим, скорпионы хорошо чувствуют то, что вот накопления какие-то такие вот бессмысленные, они в самом деле смысла не несут от того, как, умрешь ты, а что с деньгами сделаешь. Поэтому скорпионы, допустим, обратно тельцам люди, они больше думают о том, наоборот, чтобы людям помогать. Так и вот смотрите, интерес-то в том, что слабые стороны тельца это как бы яркие черты скорпиона. Телец любит жизнь, скорпион часто думает о смерти. Телец, грубо говоря, боится расстаться со своей жизнью, боится потерять жизнь, поэтому он так смерть боится. А вот скорпион любит жизнь, потому что он хорошо понимает, что мы можем в любой момент умереть. Это, в принципе, одно и то же чувство, только с разных сторон. Любить жизнь и бояться смерти, и думать о смерти все время, бояться ее, и поэтому, понимая, что это естественный процесс, радоваться жизни по полной, пока мы можем радоваться. Поэтому вот эта ветка со смертью и с императрицей, одно и то же, по сути, просто две стороны одной монеты, два конца одной палки. Поэтому, если по Скорпиону мы должны понять смерть, то по Тельцу мы должны насладиться жизнью, ощутить ее на физическом уровне, радоваться вот любому лучику солнышка, да, там листик упал нам на руку, уже приятно, уже хорошо, здорово, да, то есть вот такое. Поэтому радоваться жизни нужно уметь по императрице, радоваться на физическом уровне, вот. Но не впадая при этом в излишество, скажем так. В том числе и с животными, с бездомными, я думаю, да. В том числе и так. Причем, заметьте, с бездомными животными, да, по Скорпиону-то обходятся как? Они решают вопрос половой, да, либо их стерилизуют, либо в менее развитых странах их просто, убивают, утилизируют, скажем так, да. По императрице ты заботишься об этих животных, ты их кормишь, поешь. Вот. По Скорпиону ты делаешь такие вещи жесткие, брутальные, которые направлены на ограничение количества, собственно, вот этой стаи, так скажем, диких волков, да, допустим.
Отстреливать волков — это жестоко, но это необходимо для того, чтобы соблюсти определенный баланс в природе, нарушенный самим человеком, да. Очень много животных, да, там выпас скота, допустим, да, волки живут за счет того, что крадут овец, да, и люди и размножаются больше, люди отстреливают этих волков и как бы приводят чуть ровнее эту вот линию, чтобы не было слишком много хищников. Кстати, если человек уйдет из природы, да, ничего там страшного не случится и не произойдет, все выровняется опять на нужное количество волков, оленей и прочего там всего этого, оно очень быстро все само выравнивается. Вот, это баланс такой вот, естественный баланс жизни и смерти в природе. Вот он по императрице. Императрица больше за жизнь. Скорпион и смерть, оно там больше как инструмент, вот, ограничивающий это. Ну вот, поэтому по императрице мы должны любить в первую очередь умножать что-то, увеличивать что-то в количестве, что-то творить, создавать. Смысл жизни по императрице может быть еще и в том, что вы что-то творите. На банальном физическом уровне вы рождаете человека. То есть, что такое и императрица? Это, конечно, мать. Да? Это мать, которая в паре с отцом создают человека. Да? Причем мать ответственная, собственно, за сам физический процесс. Отец император, он как бы формирует потом характер человека, воспитывает его. А мать природа, она просто рождает его, просто дает ему жизнь. Человека создали из земли, из глины. Да? То есть из матери природы человек родился. Да? И впоследствии уже цивилизованный образ мужчины, который с палкой-копалкой бегает за мамонтом, это уже такое мало-помалу очеловечивание естественного, природного по императрице человека, да, такого вот, живущего наравне с природой, в цивилизацию, уход в цивилизацию от природы, это переход от императрицы к императору. Ну и, соответственно, естественное природное ощущение, и физическое, и психическое, это по императрице условно изначально правильное ощущение. Природа увеличивается в количестве постоянно. Там все время что-то растет. Кинули одно зернышко, выросло 10 зернышек. Вот. То есть мать, да, есть отец, и появляется из 2 человек, появляется 3 человека, потому что мать родила еще. Потом смотришь, их так, бац, уже 4. Да, то есть мать уже 2 родила. Это она увеличивает количество людей. Мужчина ее к этому как бы, ну, грубо говоря, принуждает. Да? Он что-то делает, как бы, ну, вот, оплодотворяет ее. Вот. По матери природы, мать природа рождает уже. Это вот символика во многих мифах, что небо, как Уран, бог-отец, и Гея, как там, либо Гера, там, Гея, да, земля, она рождала что-то, потому как на нее пролилась вода, дождь, либо в виде, как бы, ну вот семя того самого Урана, да. Вот, поэтому по матери природы это увеличивание количества чего-либо. Тех же самых денег, да. Почему тельцы такие хорошие банкиры? И вообще все банки, да, они идут по этой вот линии 2-й, 8-й дом, да. Скорпионы очень хороши с деньгами, с чужими деньгами, да. Тельцы очень хороши со своими накоплениями. Они хорошо чувствуют свое физическое тело, а они на другом уровне, на уровне финансов, денег, это другая сторона Земли. Они хорошо чувствуют финансы. И причем смысл денег в чем? В накоплении. Потому как сама суть денег это, ну как сказать, это накопленная стоимость чего-то. Вот ты много-много-много работал, у тебя получилась одна денежка. И ей можно выразить все, что угодно. И твои 8 часов работы, и там стоимость там какого-нибудь айфона, который в свою очередь опять же часы работы, усилия, либо какие-то природные там эти самые. То есть все оно вот саккумулировано по природе, сжато в большое количество чего-то ценного. Природа берет вот то, что там происходит сверху, и потом скапливает, сжимает все это в нефть, в газ, в уголь, да, вот все, что она произвела, она потом накапливает, сжимает. Вот эта символика денег, земли и денег, да, вот оно и есть вот символика чего-то выраженного, ценного в сжатом количестве чего-то. Вот. Но телец это в первую очередь не сжатое, это скорее произведенное. То есть ты берешь денежку, делаешь какие-то операции, даешь в рост эти деньги, и тебе они приносят уже 2 копейки потом. 3 копейки. Положил в банк доллар, да, у тебя смотришь уже там 2 доллара, смотришь уже 3 доллара. Это как вот с детьми. Вроде женщину в дом привел,
Смотришь, их уже 2, их уже 3, размножилось, да, то есть, ну вот как у меня жена и 2 дочери, так я так и говорю, что стоит как бы женщину в дом привести, она тут же понарожает тебе, смотришь, их уже много, ты уже в меньшинстве, да. Вот такие дела. Поэтому по природе, в первую очередь, это увеличение числа, количества, чего угодно. И уметь правильно это дело, правильно творить. Причем, как правильно творить? Творцы-тельцы, скажем так, они не то чтобы создают, творят что-то новое. Само собой, как бы новый человек, либо новое творение, вот слепил из глины что-нибудь, да, какое-нибудь такое вот, создал какой-нибудь образ, да, нарисовал что-то. Вот они творцы такого чего-то физического, реального в этой жизни. Но они чаще повторяют. В природе уже что-то есть, и изменения по Тельцу, по Венере идут очень медленно. Это как от поколения к поколению, от отца к сыну, от матери к дочери и прочее, прочее. Какая-то черта передается, постепенно меняясь. Постепенно, неспешно и изменяясь. Вот по Тельцу, медленному и неспешному такому. Вот они творят что-то новое, радикально новое, революционно новое, крайне редко. Скорее у них как-то накапливается все вот эти вот изменения потихонечку, и внезапно они выдают что-то всей своим производством, да, что-то новое. Вот художники от тельцов, они такие, они что-то делают, и потом в какой-то момент у них выстреливает какая-то, ну вот, идея. Это как вулкан, да, копится что-то, а потом внезапно, пух, вот все это выскакивает наружу. Это Гефест, это Хирон по второму дому, опять же, это передача, вот резкий переход границы, да, из-за того, что в тебе что-то накопилось, а потом бац, и что-то произошло. Тельцы-то они такие по характеру, да, в основном-то именно, ну как сказать, они долго терпят, но потом уже если выходят из себя, то выходят из себя так, что мало вам не покажется. Вот. Как и скорпионы, в принципе. Они тоже как противоположный дом, они точно так же накапливают, а потом так взрываются, что и человека могут убить. Ну, на полном серьезе. Они просто перестают контролировать себя в проявлении своих негативных эмоций, так скажем. Вот. А как все это применять в раскладах и каких раскладах? Все это дело есть у меня по значениям, по конкретным значениям карт Таро. Есть лекция, которую я на этой неделе читал, она есть на канале. Сегодня у нас смысл жизни, какая-то высшая философия по картам Таро. Да? Я больше склонен в философию, поэтому я вот решил все-таки дать себе волю выражения этих мыслей своих. Вот, я надеюсь, что вам нравится. Ну, то есть, если есть в этом смысл, то вы там можете в чатик написать, надо это, либо не надо, да, как бы продолжать или нет. Если продолжать, то как бы будем продолжать. Вот, если нет, то как бы, значит, это мало кому надо. Но если вы хотите хорошо работать потом с практическими значениями карт Таро, вы должны чувствовать сами карты. Чем больше про них говоришь, тем все больше и больше ты закладываешь в человека какое-то ощущение, ты передаешь вот не точный смысл, а именно часть этого смысла, с которого потом человек формирует уже свои значения, более близкие именно ему. Поэтому о философии карт Таро старших арканов очень нужно говорить. Обязательно. Это мало кто любит вообще. Как бы. Кроме Юрия Хана-то, наверное, в такие дебри, в глубины лезть мало кто любит. Ну вот я люблю, да. Вот. Конечно, продолжаем. Ну, пусть будет тогда, хорошо. Поэтому по императрице мы, конечно, должны уметь накапливать и увеличивать в количестве. В каком количестве? Это не революция такая, это не резкое движение вперед, да? А вот по тельцу как бы быстро только кошки родят, да, грубо говоря. Вот по тельцу нужно медленно, спокойно, не спеша, как природа меняется, да, как яблоко постепенно наливается желтизной, а потом краснотой. Вот потихонечку ты что-то переделываешь из привычного знакомого тебе, ты добавляешь какую-то еще одну маленькую вот черту, добавляешь что-то лучше. Вот ребенок растет по дням, да. Вот. По одному дню, а не раз и сразу год у тебя, да? Вот. Только сморгнул вроде, да, у тебя уже ребенок как бы это, в школу пошел, хотя вроде вчера. Нет, потихонечку ребенок растет.
Вот, поэтому по императрице это всегда такое неспешное ощущение, несколько ленивое даже, я бы сказал. Поэтому она тут лежит у нас на подушках таких мягких, да и вообще Венера, если вы помните мою предыдущую лекцию, Венера и Афродита, да, она вообще считалась богиней, как бы, лени, да, лени можно сказать. Потому как если по Афине это такая женская, да и не только женская, вообще, в принципе, мудрость, да, то по Афродите это умение кайфовать, скажем так, наслаждаться текущим моментом. Вот, остановись на мгновение, ты прекрасна. Это по императрице. Она вот полулежит на подушках, она наслаждается, она властвует не спеша. Просто потому, что природа не терпит спешки. А если природа меняется быстро, это негативная императрица, это землетрясение, как я уже сказал, либо это потоп, да, либо что-то такое, гора сдвигается, это как бы... Ну, это скорее в башню. Сдвигается гора, это скорее башня, да, там земля такая уже более высокая, более радикальная. Тут скорее на землетрясение что-то похоже. По негативу это, конечно, если вы делаете что-то слишком много, то как саранча сжирает все, так и вот негативное значение императрицы вас может как бы иссушать вас, если вы будете слишком упорствовать в чем-то, да, вот, то может быть проблема. Но проблема по императрице, она всегда накапливающаяся и внезапно случающаяся, да, то есть курить можно очень долго, да, потому как, курить это приятно. Людям нравится, они курят, дым, никотин, химия воздействует на мозг, это привычка опять же, да, по тельцу, они такие люди очень привыкающие к каким-то физическим ощущениям. Так вот, курение, да, вы должны понять физическую природу курения, если вы хотите бросить. Физическая природа курения это просто привычка. Если вы хотите бросить курить, вы должны выходить вместе с... Если вы, допустим, на работе, да, вы находитесь в коллективе, в котором все курят. Вот я был сколько раз в таком коллективе, да. Я постоянно бросал курить от того, что мне было сложно курить. Я понимал, что все это происходит из-за того, что это привычка. Это как все. Все выходят курить, я тоже со всеми курить выхожу от того, что, мне это приятно, мне это интересно быть в обществе, делать так, как все, чувствовать себя вот в стадии, как бы, да, это нормальное человеческое чувство, чувствовать себя в обществе, в социуме. И, соответственно, ты хочешь тех же физических ощущений, они тебе приятные, они для тебя привычные, они воздействуют на твой организм, ты тоже куришь. Как только я понял, что все это просто привычка, я понял, что просто бросить, да, вот так вот в один момент я не смогу. Я продолжал со всеми выходить, да, все выходят курить, я тоже выхожу, да я достаю сигарету, беру ее в зубы, но не прикуриваю, одно действие убрал. Вот, вернулся с той же сигаретой. На следующий раз все выходят курить, я тоже выхожу с той же сигаретой, если чувствую, что очень хочется, прикуриваю уже, ладно. Но в следующий раз опять сдерживаюсь. И вот моментов, когда я сдерживаюсь, становилось все больше, больше, больше. Я потом стал выходить уже без сигареты. А потом уже и выходить перестал. Я постепенно, потихоньку по Венере, лениво и не спеша бросил курить. Радикально бросить курить, это скорее этот самый. Это Скорпион. Это понимание... Да что ж такое, не хочет оно, да? Это понимание того, что есть вот та граница, да, которую нужно просто один раз перейти и назад не возвращаться. Бросать, например, курить, либо избавляться от какой-то привычки по Скорпиону, нужно резко, решительно, будто ты раз и убил вот эту свою вредную привычку. Познакомил со смертью. То есть эта привычка в тебе просто умирает по Скорпиону, так скажем. Вот. И больше к тебе не возвращается, потому что Скорпион это переход границы. Назад перейти границу, назад вернуться из ада нельзя. Потому что там как бы сколько угодно может Орфей за своей Эвридикой в ад спускаться, выйти-то он оттуда может, потому что ему разрешили живому войти и выйти. А вот того, кто там уже был, да, вернуть назад нельзя. Поэтому Скорпион это часто вот образ границы, из-за которой нет возврата, билет в один конец. И если вы Скорпион, допустим, либо у вас развито чувство Скорпиона очень серьезно, то вам, конечно, лучше бросать вот так. Один раз и все. Все, эта привычка для меня умерла. А по природе, по императрице, если у вас в характере сильно присутствует Венера, либо вы такой человек, которому просто нравится физическое ощущение от этой сигареты, нравится, вкус, привычка нравится,
то, конечно, вам нужно делать это по императрице лениво. Потихонечку, по чуть-чуть. Вот как она накапливалась, сначала одну сигарету выкурили, вторую, третью, потом незаметно, постепенно втянулись. Вот уходить по Венере из какой-то привычки, по императрице тоже нужно постепенно, по чуть-чуть, маленькими частями, по зернышку, бросая по одному зернышку. Раз смотришь, все кончилось. Уже как-то так и не хочется даже выходить со всеми курить. Вот осознавание этих процессов и есть как бы, ну не то чтобы луч миссии, смысл жизни, да, но вы должны понять, что смысл жизни по императрице это ощутить вот эту вот радость жизни, ощутить ее на физическом уровне, ощутить ее на уровне неспешном, наслажденческом уровне, вот, ленивом таком. По императрице нужно уметь лениться, но лениться, опять же, нужно грамотно, по императрице нужно уметь отдыхать. По императрице, допустим, вы бы хороши были, ну, вам было бы хорошо жить где-нибудь в теплом климате, в приятном для вас, да, не в суровом таком, да, а именно в таком теплом, где-нибудь возле моря, да, работать где-нибудь в сфере обслуживания, если вы любите других людей, да, если вы любите помогать, кормить их, да, там, вот, опять же, где-нибудь в сфере питания, да, общественного. Да, вот что-то такое. Растить детей, конечно, внуков растить по этой карте отчетливое ощущение. Вот, я так и сделал, просто бросил я скорпион. Ну вот, да. Вот у скорпионов так и выходит, просто бросать быстро. А вот у тельцов им нужно постепенно, резкие переходы, вот такие вот, нет. Дальше, по Венере еще есть понимание того, что, в принципе, то, что естественно, то правильно, да, какие-то, опять же, все, что связано с сексом. Потому как Венера и секс это одно и то же практически, да? Потому как природа это увеличение количества, то есть деторождение, плодородие, в том числе и секс на физическом уровне, просто приятно. Заметьте, это очень природный такой механизм. Нам, чтобы размножаться, нам сначала нужно, ну, кайфануть, да, чтобы это нравилось. Вот процесс оргазма, да, это вот и есть тот механизм, к которому мы как бы склонны, чтобы хотим мы, не хотим, чтобы размножались. Природа нас таким образом заманивает во что-то правильное, полезное, да, как она нас заманивает вот этим сладким, да, если ты такой бедный и несчастный, вот тебе гнездо с медом, да, пчелиное, вот. То же самое и секс, это, ну, вот, вкус меда, да, сладкий. Это стимул для того, чтобы ты принял в себя что-то полезное, чтобы ты сделал что-то полезное, съел много высокоэнергетического продукта. Природа таким образом тебя награждает, стимулирует. Секс, вот тот самый оргазм, да, вот он и есть стимул к тому, чтобы человек сделал правильные действия, размножился. Поэтому вот все, что связано с сексом по Венере, тоже как бы правильные штуки. Внешняя красота, физическое тело, развивать свое физическое тело, да, работать где-нибудь в сфере, ну, учить людей, как формировать свою фигуру, да, где-нибудь в фитнесе. Но фитнес, понимаете, такая тема скорее больше по императору. Потому как император это правильные действия, которые ведут тебя к какой-то форме. А вот природа, она такая скорее ленивая, поэтому если вы чувствуете, что вам по природе нужно как-то сформировать свое тело в правильном образе, да, делайте по Венере то, что вам нравится. Если вам нравится бегать, если вы кайфуете от бега, значит формируйте свое физическое тело с помощью бега. Вот. Не нужно с помощью там усилий заставлять себя, да, как-то осознанно это делать. Вы должны, по Венере вы должны кайфовать от того, что вы делаете. Оно должно вам приносить физическое удовольствие просто потому, что это естественный природный стимул. Я, допустим, ни в жизни бегать не буду от того, что мне физически это неприятно. Мне больно в ноги, да, мне лениво, мне как-то вот бежать это куда-то зачем. На велосипеде ездить уже прикольнее. Мне нравится ощущение скорости. Вот во мне заложена какая-то природа такая, да, что мне нравится скорость. На велосипеде мне было бы прикольно, допустим. Но больше всего я ловлю кайф на физическом уровне от плавания.
Причем от такого активного плавания, да, что ты плывешь, ты чувствуешь, что там как мощны мои лапищи, да, как там волк вот тот бежит, я чувствую, что я прям ого-го, классно, здорово. И это для меня самый удобный способ вот поддерживать свою физическую форму, опять же, по тельцу это очень важно. Вот в нужной форме, но именно так, как мне нравится, так, как мне приятно. Что значит мне приятно? Мне лениво. Я плаваю, потому что мне бегать лениво. Понимаете? Поэтому вот находить свой способ правильного действия нужно именно потому, что тебе нравится. Но опять же, это делать нужно правильно. Это не значит, что если вам нравится плавать, да, то вы там будете просто в бассейн бульк, да, и будете плавать. Ой, клево. Там в сауне просто вот в бассейне, в джакузи лежать. Это неправильно. И императрица это такая слишком ленивая. Все хорошо в меру. Поэтому, ну, мы с вами знаем, что золотая середина это идеал, да. Поэтому и слишком лениво плохо, но и того, что слишком много, тоже это плохо. А посередине, да, какие-то активные физические, это хорошо. Парикмахер-косметолог. Тоже помощь людям, это профессии по Венере. Можно ли эти профессии считать предназначением? Смотрите, предназначение это в принципе то, что вам нравится, то, что приносит пользу людям и то, что заставляет вас развиваться, ну как заставляет, стимулирует скорее, да, вам хочется расти в каком-то процессе, да, вот это и есть то, что предназначение, да, если вы чувствуете, что мечта у вас одна, а в принципе получается хорошо у вас что-то другое, и вы вот идете в эту тему и находите смысл жизни. Смысл жизни человека, человек социальное животное, поэтому смысл его жизни это, конечно, взаимодействие с другим человеком. Вот, если бы смысл жизни был только в том, чтобы себе сделать приятно, да, самый лучший выход это был бы уехать на необитаемый остров и жить там одному, делать все, что хочется. Но, как показывает практика, стоит человеку так сделать, он тут же начинает тосковать о том, что как бы вот этой радостью как-то не с кем поделиться. И все равно вот возникает ощущение, что вот я сделал что-то красивое, дом себе сделал из бревен, сам на необитаемом острове. И вот я чувствую, что вот мое призвание создать себе этот дом. С кем ты поделишься? Вот создашь ты этот дом, да, и все на этом, да. Дом-то ты уже создал, что, смысл твоей жизни пропал? А если ты создаешь дом другому человеку, потом третьему, четвертому, и ты чувствуешь себя нужным человеком, и тебе в кайф создавать дома еще и для людей, вот это, наверное, помогает тебе развиваться, создавать дома все лучше и лучше, либо все большему и большему количеству народа. Вот. Смысл вашего существования может быть еще и в том, что вы осчастливливаете все больше и больше количество людей. А делать это нужно тем способом, который вам приносит кайф и, соответственно, делает вас еще счастливым. Поэтому вот это вот взаимодействие человека и социума и является смыслом его жизни. С одной стороны, это смысл жизни для тебя, конечно, а с другой стороны, это смысл жизни для тех людей. Вот и есть этот самый луч, который ты посылаешь всему человечеству. Он пронизывает через тебя и светится некими там какими-то радужными чертами во всех других людях. Ты видишь, что ты меняешь к лучшему жизнь других людей. Вот и все. Все очень просто. Я не понимаю, зачем все это усложнять там какими-то вот эти лучи миссии, кармический урок. Делай то, что тебе нравится, приноси этим радость людям, радуйся сам этому, и никаких мыслей о смысле жизни у тебя не будет, просто потому что ты уже будешь находиться в нем. Поэтому ты можешь быть парикмахером и косметологом, там я вижу вопрос. Если тебе нравится быть парикмахером, и ты видишь, что делаешь людей красивее, по Венере тоже может быть, потому что Венера это внешняя красота физическая. Опять же, парикмахер и косметолог, он что делает? Он украшает людей. С какой целью? Чтобы люди были красивее, чтобы нравились другим людям, чтобы, ну, соответственно, мужчинам, да, вот, и чтобы мужчины как бы обращали больше внимания, и, соответственно, чтобы род продолжал. То есть такие естественные, природные как бы штуки, да. Поэтому по Венере тоже может быть вся природная красота, которая направлена условно неким образом на сочетание мужчины и женщины, да, везде, где есть сексуальный подтекст, это Скорпион с Венерой. Скорпион и Телец. Вот. Но скорее, конечно, больше Телец. Потому как вот Телец это явная природная красота, просто потому что тебе нравится. Вот. А вот помощь людям в принципе может являться смыслом жизни, и там неважно в чем именно. Вот. Поэтому рыбы, которые вообще могут найти себя в чем угодно,
У рыб вообще смысл такой жизни — это помощь вообще, ну, как бы всем и себе, и как бы, вот, для рыб вообще не важно, чем заниматься. Вот, поэтому они такие самые непонятные знаки, они какие-то то туда, то сюда, вот, пока не найдут себя. Вот как найдут себя, вот тогда сразу ого-го как. С рыбами там вообще сложно, там такая тема, там нужно просто признать свои ошибки. Вот, но это уже по другой карте. Пока у нас вот по этой карте Венера, она такая ощущенчески женская, приспосабливаемая. Опять же, мы должны понимать, что по Венере мы должны еще уметь приспосабливаться к ситуации, потому что природу ты изменить не можешь, ты можешь к ней приспособиться. Да? То есть то же самое, как с той ситуацией по поводу бросания курить. Да? Ты понимаешь, что твоя природа твоих желаний сильнее тебя, поэтому ты должен к ней как бы приспособиться, но потихонечку, постепенно выводить себя на тот уровень, где ты уже будешь являться королем положения. Поэтому женская сила в слабости, в приспособлении. Потому что если ты слаб, ты приспосабливаешься. По императрице ты понимаешь свою слабость перед природой, ты просто приспосабливаешься к естественному ходу событий, потихонечку меняя его в ту сторону, в которую тебе надо. Вот. Если мы берем какое-то такое вот традиционное толкование отношений мужчины и женщины, то, конечно, Венера это, как это, жена главы семьи, да? Такая правильная женщина, вот, которая при правильном муже. Так вот, муж, он, конечно, глава семьи. Он как бы самый главный, с бородой, там, в сапогах такой вот весь такой, ну шо там, вот. А вот жена, она такая тихая, спокойная, но в семье все делается так, как хочет жена, но делает это, конечно, муж. И он думает, что это вот потому, что я так сказал, так и будет. А жена его как бы, ну ты же, нам же нужно вот это, вот это, вот это. То есть правильная жена, она подвигает аккуратно ситуацию, в которой она не является главной, но она влияет, приспосабливаясь как-то к характеру мужа, она поворачивает его в нужную сторону. И муж уже делает то, что там нужно женщине, думая, что это вообще его воля. Вот. Потому что он чего хочет? Он хочет сделать свою женщину счастливой. Все, это мое желание сделать тебя счастливой. Вот так должен говорить настоящий мужчина. А вот чего там за желание у женщины? Женщина должна приспосабливаться к ситуации. И по Венере нужно уметь аккуратно приспосабливаться к этому делу. Это как росток там плюща, либо лозы, он как бы приспосабливается к условиям, он цепляется за то, за что может зацепиться, и потихонечку, там помаленечку вверх растет, завивается уже так, как ему нужно. Поэтому говорят, что мужчина — это голова, но женщина — это шея, на которой эта голова сидит, и смотрит голова в ту сторону, в которую шея вертит. Работают они, конечно, в паре, вот, но как бы крутит-то головой женщина. Вот, поэтому по императрице очень важно ощущать свою женственность. Ну, для женщины, для мужчины, кстати, тоже. Потому что мужчина, если он чересчур мачо, то он ни разу не джентльмен. Поэтому по императрице мужчинам очень важно понять свою женственность, понять свою мягкость, понять свою приспосабливаемость, да? Потому что если ты не джентльмен, то тебе не нужно быть мягким. Ты просто такой вот как бы, что тебе надо, то ты и делаешь. Такой настоящий пацан, ровный, четкий такой, да? А вот те, кто как бы, будьте добры, любезны, такие вот джентльмены, они как бы по императрице плавные и постепенные, они приспосабливаются, как вот те самые прутья ивы, да? Вот, поэтому как бы вот нужно уметь находить свое в правильное положение по императрице. Вот. Потому что природа, она тебя не заставляет, она тебя сподвигает к чему-то. Вот такие дела. Вот так как-то. Так, что у нас там по трансляции? 27 человек меня смотрят. Интересно. Хорошо. Я думал, будет гораздо меньше народу. Вот как-то так. Поэтому императрица — это, конечно, в первую очередь женственность, но женственность не в плане именно сексуальном, а в плане того, как это выражается во всем, даже в мужчине. Да? Желание мужчины быть красивым, хорошо выглядеть, это зачем? Это для того, чтобы на тебя обратила внимание женщина, ты ей понравился, вы с ней там женились, да, завели ребенка, размножились, грубо говоря, да?
Вот. Поэтому по мужчине тоже есть желание размножиться. Это в первую очередь его женская сущность по императрице. Мы с вами знаем, если брать как бы вот нашего Карла Густава, нашего Юнга, да, ну и, соответственно, старика Фройда, да, то в каждом мужчине есть женщина, в каждой женщине есть мужчина. Вот те самые пресловутые анима и анимус, да. Вот можно сказать, что это они, но в таком именно физическом плане, в ощущенческом, не в духовном. В духовном человек, он и есть человек. А вот это именно вот наша плотская сущность, скажем так. Вот. И в каждом мужчине есть мягкость по-женски, умение что-то любить. Вот, и вот это умение нужно уметь развивать по императрице. Почему? Потому что если ты что-то любишь, тебе хочется это еще раз повторить, увеличить количество вот этой любви. Да? Допустим, даже если какой-нибудь там самый ровный пацан любит пиво, да? Ощущение, что я хочу еще пива, это по императрице, потому что вот бокал пива, он его любит, он хочет, чтобы его стало больше. Ну вот, где? Внутри меня, да? Ну, опять же, такое очень образно, шутливое как бы, но суть в том, что по императрице очень легко впасть в полноту, допустим, от переедания. Либо в излишества всякие нехорошие впасть от того, что ты что-то любишь, ты хочешь иметь этого больше, ты увеличиваешь количество приятных ощущений, и, соответственно, этим же можешь себе навредить. Поэтому вот как бы еще одна из целей императрицы — это прочувствовать грамотное соотношение, сколько тебе хочется на самом деле. Вот. И, допустим, по императрице нужно уметь прислушиваться к своему физическому телу. Очень хорошо уметь прислушиваться к своему физическому телу. Вот, то есть вы должны по всяким вредным привычкам тоже ловить ощущения. Если вы чувствуете, что после сигареты вам стало плохо, да, то есть вы чувствуете, что как-то голова кружится, как-то такое дыхание не очень приятное, значит, это звоночек от императрицы, что может это не очень приятно, может это не очень естественное состояние для человека, не очень природное вдыхать дым сжигаемых там каких-то травок, да? Вот. И если ваша императрица хорошо развита, хорошо прокачана, вы будете чувствовать сразу вот этот вред. Вы на физическом уровне будете избегать вот этого табачного дыма, просто потому что императрица у вас развита, и вам это неприятно на физическом уровне. И вот это тоже нужно развивать. Очень многие люди делают это целью своей жизни, именно вот эти физические ощущения. Они занимаются спортом, потому что это приносит им кайф физический. Они учат других людей, как развивать в себе вот физкультура. Физические ощущения — это императрица. А вот культура, правильные действия, направленные на осуществление этой физической деятельности, это, конечно, следующий император. Но они всегда работают в паре. Вообще все карты работают в паре с соседними. Всегда нужно учитывать. Это история, которую просто ножницами порезали на кусочки, на отдельные карты. Но они всегда сидят все рядышком. Они всегда передают историю одна за другой. Вот. Поэтому для того, чтобы сделать правильное действие, вы должны сначала ощутить пользу по природе от этого действия. Вот такие дела, пироги. Так как-то. Вот такая философия малята. Как-то так. Что еще вам будет интересно сегодня? В принципе, у нас, сколько? Я могу сказать, что мы смело 1,5 часа с вами проговорили. В принципе, если вы будете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Ну, имеется в виду не практически такие, любит меня девушка или нет, вот как я вижу. Вот, а вот именно такие, по ощущениям от карты. Причем это скорее не столько практические, сколько ощущенческие вопросы. Если будут такие вопросы, то я буду очень рад вам раскрыть какие-то нюансы этой карты. Вот. Так. Что у нас? Угу. Хорошо, давайте сделаем маленькую паузу. Я отлучусь на пару минут. Дам вам возможность как-то написать пару вопросов, если у вас будут вопросы именно по этой карте. И потом вернемся
и продолжим. Если, конечно, будет желание. Окей. Так, окей. Ну, давайте вернемся. Я небольшую паузу сделал для горла. Ну, как-то. Юлия. Так, где мой чатик? Нормальный, большой, чтобы мне видно было. Юлия Семергеева спрашивает. Я выше задала вопрос. Выше. А почему лекцию по смыслу вы начали с императрицы, а не с мага? Потому что как бы мы сейчас как раз императрицу и рассматриваем, да, на лекциях по значениям карт Таро, да, и по, скажем так, по смыслу самой карты. А вот по смыслу развития очень хорошо делать в пару, так как у меня, допустим, вот ощущение от императрицы, пока я читал лекцию, оно как-то новыми красками заиграло, и мне захотелось как-то поделиться с кем-то вот этими ощущениями. Плюс у меня начали спрашивать там луч миссии, опять же, вот начали. Я решил, так, ну раз люди спрашивают там развитие, саморазвитие, луч миссии, кармический урок, чему нужно учиться, ну давайте сделаем пару лекций таких вот. Посмотрим, как людям зайдет. Ну, вроде как интересно, я так смотрю, что люди сидят на эфире, вот, вроде как слушают что-то там. Вот, и есть смысл рассказывать. По высшей жрице и по магу, по шуту я, конечно, буду делать такие же псевдофилософские рассуждения, да, просто, ну, чтобы они все соответствовали. И они все будут в плейлистах, само собой. Вот, поэтому, как бы, ну, просто чтобы был комплект, я остальные 3 не хватающие лекции я, конечно, еще доведу. Вот, так что, ну, просто было удобно так вот сделать. У меня императрица выпала в раскладе на предназначение, а я по своей сути хоть и женщина, больше к императору. Бывший муж говорил мне, что в семье должен быть только один мужик. Ну, как бы да, и в вашем случае, смотрите, если императрица выпала в раскладе на предназначение, вот если вам кажется, что вы по своей сути больше к императору, значит, в вас слишком сильно развит император. То есть вы
ограничитель сама себе, своей женской сущности. Это значит, что вам нужно больше развивать свою женскую сущность, больше лениться, да, больше радоваться жизни, не запрещать себе все подряд, как слишком суровый император, а наоборот давать себе больше вольности, больше такой природной своей сущности выпускать наружу, больше радоваться естественным образом жизни, да. Вот этому вам нужно учиться на протяжении своей жизни, переиначивать своего слишком жесткого императора путем того, что вы будете культивировать и взращивать свою императрицу, да, больше себя любить, скажем так. Сделайте себе макияж, да, сделайте маникюр, какую-то прическу такую, больше модных шмоток, приятных, красивых, женских таких, да. То есть, ну вот, будьте больше женщиной. Потому что императрица это женская сущность по сути своей, да, масляная. Вот такие дела. Больше о теневой стороне, да. Добрый вечер. Какие могут быть негативные стороны толкования, кроме жадности и накопительства? Что еще? Ну вот смотрите, что такое чрезмерная женственность, да? Первое, что вспоминается, да, это, во-первых, чрезмерная лень. Чрезмерная лень. Потому как императрица, она должна как бы лениться. Почему? Потому что беременная женщина не должна работать. Потому что ее смысл в том, чтобы как бы любить, пытаться соединиться с мужчиной. Если ты любишь, ты хочешь, чтобы оно стало ближе к тебе, обнять, там чуть ли не съесть, да? Вот. И, соответственно, таким образом природа тебя стимулирует к размножению, да? Но если вы чувствуете, что вы беременна, вы должны меньше работать, больше заботиться о себе, больше любить себя, больше беспокоиться о себе, о своей безопасности, скажем так, потому что вы заботитесь об увеличении количества людей. Вы размножаетесь, да? Женщины по негативу, да, могут слишком серьезно чувствуют свою женственность, ее культивировать, ставить ее, в плохом смысле, да, культивировать, да, создавать из нее культ, скажем так. Вот я женщина, я не должна работать, я должна быть домохозяйкой вообще, и даже дома я ничего не должна работать. Знаете, эти вот девочки, да, которые себе делают губы, ногти, и они из этих ногтей не могут мыть посуду. Зачем? У нас же богатый муж, зачем я что-то буду делать? Вот такие вот они чрезмерные. Чрезмерная женственность – это чрезмерная лень, нежелание что-то делать, чрезмерное стремление все сводить к сексу. Потому что, зачем я тебе? Я вот тебе нужно, чтобы быть прекрасной в постели, так бы и прочее, прочее. А ты мне тут вот зарабатывай и прочее, вот это все. Минус могут быть на физическом уровне, это чрезмерное желание секса, да, это там связано с какими-то гормонами, с этим всем, нимфомания, да, грубо говоря. Собственно, это вот негативная сторона и императрицы. Переедание, как я уже говорил, да, это вот желание накопить побольше энергии на всякий случай, потому что мало ли что, да. Что еще? Может быть, по минусу это стремление обезопасить себя именно потому, что ты очень любишь жизнь. Из-за этого как бы люди начинают сильно бояться смерти, и они стремятся как бы меньше делать, чтобы меньше совершать ошибок. Потому как ошибка это теоретическая, тебя может привести к смерти, да, образно говоря. Поэтому вот боязнь всего, боязнь ошибиться, это императрица. Потому что императрица по своей сути, она не делает. Она приспосабливается к ситуации и выбирает лучшее для себя решение, исходя из ситуации. Она не меняет ситуацию. Очень многие девушки по этой карте говорят, я вот с собой все сделал, что нужно. Я такая вся красивая, сижу, жду своего принца на белом коне. Сижу такая, жду такая, а он что-то все не приезжает и не приезжает. Что я делаю не так, подскажите. Вот так вот сидеть навстречу своей судьбе, как императрица, ничего не делая, можно очень-очень долго. Очень долго. И вот это бездействие, другая сторона лени, да, то есть лень-то нам нужна зачем? Чтобы сэкономить силы, да, чтобы меньше расходовать энергию. Но если ты меньше расходуешь энергию в благоприятной ситуации, у тебя эта энергия накапливается в виде жиров, да, в виде проблем.
Да, если ты не решаешь проблемы и пытаешься как-то избежать решения проблемы, чтобы не создать себе новых, у тебя старые проблемы-то накапливаются. Вот. Женщины с пониженной социальной ответственностью — это тень императрицы или тайной жрицы. Смотрите, я не очень люблю вот эти понятия тень, либо не тень, да, потому как есть карта, у нее есть, ну да, можно условно сказать, что темная сторона и светлая сторона, да, то есть, по сути, правильное положение, оно одно. Есть, может быть, что-то либо слишком много, либо слишком мало. Вот, слишком мало императрицы — это точно так же плохо, как и слишком много. Поэтому чрезмерная активность это действия, которые ты пытаешься увеличить, да, слишком еще раз сделать одно и то же. По императрице перевернутой, да, либо негативной, она еще может быть какая? Знаете, вот это ощущение, когда ты что-то сделал с компьютером, вот сделал что-то, нажал распечатать, и не понимая процесса, да, ты видишь, что принтер что-то не печатается. Да, еще раз нажмем. Еще раз. Ты просто повторяешь одно и то же действие без особого смысла, просто пытаясь увеличить количество. Это увеличение силы чего-то, да? Это вот если что-то не заходит, не закручивается так, как нужно, нужно посильнее просто увеличить усилие. Тоже слишком много, тоже плохо, да? То есть слишком много силы, тоже плохо. Вот императрица — это перебор по какой-то стороне. Либо слишком мало, либо слишком много. Императрице плохо и так, и так. Ну вот. А вот неверные действия — это скорее противоположная сторона. Это, это нужно прочувствовать, опять же. Ошибки, ну вот если мы берем женщины с пониженной социальной ответственностью, это тень императрицы или тайной жрицы. Может быть и так, и так. Неверное отношение к сексу, да, и желание секса еще и еще, может быть то есть как бы чем обосновываться поведение женщин с пониженной социальной ответственностью, да? Во-первых, они могут хотеть таким образом деньги просто заработать, да? И им все равно, что там как бы принято это в обществе или нет. На моральные нормы им в принципе плевать. Когда плевать на моральные нормы, это влияние недоразвитого императора. Если делать то, что тебе хочется, стремиться к обогащению без моральных норм, то вот женщины могут впадать в такое дело. Да? Это скорее следствие того, что ты не думаешь о будущем, о том, что тебе потом люди скажут, да? Либо там о последствиях. Это может быть следствием неверного понимания причин истинных, что такое хорошо и что такое плохо по высшей жрице, да, вот это черный и белый столб, понимание плюса и минуса, позитива и негатива, то, что идет подсознательно, да, если ты подсознательно не чувствуешь, что и как, то как бы это проблема к тому, что высшая жрица тебя не научила до конца, ты не до конца правильно прошел высшую жрицу, не научился понимать для себя, что для тебя хорошо, а что для тебя плохо, не на физическом уровне, а вот на каком-то глубинном подсознательном для непонятном себя самого. С совестью у тебя, если не все в порядке, то как бы тебе может быть все равно, что там о тебе люди будут думать. Вот. Опять же, по самой Венере, да, по самой и императрицы просто чрезмерное желание секса, допустим, таким образом можно там и деньги заработать. Временами в проститутки те же самые идут просто потому, что секс нравится, да, либо в съемке порно. Просто потому, что нравится сам процесс, и ты, вот тебе хочется еще, да. Вот, это вот императрица такая уже, негативная, как бы, где ты просто делаешь то, что тебе хочется, не думая вообще ни о чем. Ни о моральных нормах, да, ни об этих самых. По негативному императору ты можешь сознательно нарушать эти нормы моральные и говорить, а что это вы мне тут указываете? Нельзя, я вот хочу и буду делать, да? Ну вот. По императрице ты можешь глубоко внутри себя не чувствовать, что там это хорошо для тебя лично, либо плохо это для тебя. А по неразвитой Венере, по императрице, ты можешь чувствовать, что тебе это просто нравится, тебе, в принципе, пофиг, что там люди думают, правильно это либо неправильно. Ты просто окунаешься в это физическое ощущение и таким образом зацикливаешься в нем.
Вот. Для правильного перехода дальше, для правильного познания и императрицы, ты должен думать о следующей карте. Ты должен идти в император, ты должен упорядочивать свои действия, решать, так, вот это правильно, это неправильно. Почему? Потому что мы живем в социуме. Моральные нормы — это выстраивание своих привычек, своих действий под какие-то общепринятые моральные нормы, законы. Вот. Как-то так. У меня вопросы возникают после повторного просмотра в записи. Сейчас просто впитываю и информацию. До этого, в принципе, будет хватать, просто потому что даже если у вас есть вопросы, у вас уже есть какие-то ощущения от карты, и вам уже это поможет сформулировать там какие-то свои эти самые значения на каком-то физическом уровне. На каком-то практическом уровне, вернее. Телесная сексуальность, быть в потоке, на релаксе, доверие к жизни. Хочется выражаться в танцах. Из императрицы как это лучше сделать? Как надеть это состояние? Делать то, что вам нравится на физическом уровне. Просто начать делать. Начать делать и повторять. Императрица — это то, что делается еще раз и еще раз. Природа повторяет свои действия. Да? Поэтому если вам хочется получиться в потоке, да, оказаться в потоке, нужно просто начать это делать. Потом еще раз. Потом еще раз. Потом смотрите и как-то втянулись. Аппетит приходит во время еды. По императрице правильно, если тебе лень, то понять, что это приятно, и попытаться попробовать. А потом смотришь, раз втянулся, и ты уже в потоке. Вот. Как-то так. Императрица — это о помощи. А какого рода помощь от императрицы должна быть в контексте другим, не близким людям? То есть есть такой стойкий внутренний посыл. Императрица по дате рождения, по предназначению императрицы по дате рождения жрица. Ну, я не знаю, кто вам что рассчитывал по дате рождения, по императрице, может, вот те же самые ребята из Врат Изиды, да? Ну, я не разделяю их точку зрения о том, что нами там управляют высшие отцы и прочее всякое такое. Это как бы, вот. Как они рассчитывают, я тоже не знаю. То есть, ну, я знаю, что они рассчитывают. Это все карты тянут, да, там какие-то расклады делают, либо еще кто-то. Либо, может быть, вам кто-то из другой школы по другой технике делал, да, рассчитывал. Императрица — это не всегда о помощи. Императрица — это о нежадности, о том, что у тебя всего много. Тебе приятно этим делиться, просто потому что тебе этим приятно делиться. Что ты такой добрый, как мама, которая... Вы, когда помогаете детям, как мать, не потому, что вы там как-то вот чувствуете это, что нужно как-то что-то... Вам это просто нравится, вы это просто делаете, и все на этом. Вот, просто потому что, ну, нормально. Вот. Просто потому что это естественное ощущение императрицы дать что-то другим людям, потому что тебе не жалко, у тебя еще есть, у тебя еще появится. Тельцы, они, конечно, сначала накапливают, но потом, когда они проходят императрицу правильно и понимают, что да мне не жалко, я могу себе еще, да, это знаете, как вот это вот, да у него этого гуталина навалом, у него дядя работает на гуталиновой фабрике, вот он и шлет кому ни попадя. Вот, это вот по императрице слать кому ни попадя этот гуталин просто потому, что у тебя его навалом. Да? Поэтому забота не с какой-то целью, а просто потому, что ты можешь, потому что ты щедрая мать природа, тебе не жалко, тебя не убудет. Поэтому ты чувствуешь, что это твое естественное желание поделиться радостью. У тебя и навалом этой радости, да, жизни, там, секса того же, ощущений физически вкусного чего-то, да. Берите тоже, мы все равны, мы все дети одной природы. Чувствование себя наравне с другими людьми, просто потому что мы все дети одной великой богини-матери, скажем так. Вот, и если ты это чувствуешь себя чуть ли не физически, вот те же самые дети цветов, да, 70-х, хипаны, вот они по императрице. Они любили всех просто потому, что они чувствовали себя наравне со всеми другими. Все мы братья, просто некоторые из нас еще и сестры. Да? Вот. Те же самые, если мы берем вайшнавитов, да, то есть этих, ну, как кришнаитов, если по-простому сказать, последователи Вишну. Фишка-то в том, что они учат любви. И они такие добренькие не потому, что они что-то от вас хотят, чтобы вы им квартиру перечислили, да, а потому, что они
просто проповедуют любовь ко всем людям, потому что они все суть вот одной богини, да, одного бога. Вот, ну, бога скорее, да. Вот, поэтому всех любить это естественное состояние, потому что ты любишь другого человека как самого себя, и у тебя этой любви навалом. И делиться не жалко, себе еще можно налюбить еще, да, этой любви, потому как это естественное состояние, возрождаемое, как природа самоочищается и восполняется, да, так вот и вот любовь, она тоже естественным образом, ты с ней делишься, от тебя не убудет. Это вот как до, по-моему, начала 2000-х очень боялись и думали, что нефть, она кончится, да. Потом выяснилось, что неким волшебным образом, ну как волшебным, естественным природным образом нефть, она оказывается как-то восполняется в этих в резервуарах подземных, в этих своих запасах. И оказалось, что она не кончается, что ее много, и вот природа восполняет неким образом вот то, что она нам дает, снова и снова и снова и снова. Вот. Вот, поэтому вот как только вы поймете, что вы можете делиться со всеми другими тем, чего у вас навалом, то вот это да. Не потому, что с какой-то целью, там, с целью всем поровну раздать, либо просто потому, что у вас есть, вы можете это производить, вы это творите. Вот, вы любите других людей просто потому, что. Вот. По минусам, еще по минусам, но опять же, это уход в чрезмерную многочисленность, да, это многословие. Но это скорее это самое, это скорее уже в производной от императрицы занудство с многословием. Это скорее Прозерпина, это уже мать-богиня. Ой, дочь матери богини, да, та самая Прозерпина, которую украл Аид к себе в подземное царство. Вот она там, она такая более занудная, да, как бы. Вот. А по императрице просто, ну, слишком сладко, слишком добренькие, да, вот эти бабушки, которые закармливают внучков, да, просто потому что они их очень любят. И вот эта чрезмерность, это минус. Чрезмерность, вот слишком много соли, потому что, что мне жалко соли, что ли? Слишком много сахара, просто потому что слаще же вкуснее, но оно же лучше. 5 ложек сахара на кружку чая, это негативное. И императрица заставляет вас все больше и больше как бы сладко, потому что, ну, вкусненько же, да, привык, ты увеличиваешь дозу, да, как бы, вот. Это вот все поэтому. Получается, что жрица не научила. Может быть и так. А может быть ты чувствуешь, что как бы вот ты сама чувствуешь, что такое хорошо, а что такое плохо, но считая, что то, что для тебя хорошо и плохо, это ты сама себе решаешь. А вот то, что там общество там себе решило по нормам морали, что для общества хорошо и плохо, это уже император. Человек определяет для себя, что ему хорошо и плохо по высшей жрице, потому что сам глубоко внутри себя, своей совестью чувствует, что такое хорошо по белому столбу и плохо по черному, Боас и Яхим, да, на чем основывается его ощущение, что такое хорошо и плохо. Это глубоко интуитивное ощущение, врожденное, скажем так. Вот. По императрице это то, что нас физическое тело подталкивает к чему. А уже мы понимаем, что физическое тело нас подталкивает к сладенькому. И если у нас все норм, то как бы это может быть для нас и хорошо. Вот. И если физическое тело нас подталкивает к сексу, да, с 2, 3, 4 мужчинами там, с разными, да, то если для вас это как бы плохо, то значит, ну, вы для себя что-то решили. Вот. Вне зависимости от моральных норм. Поэтому в любом обществе для вас это будет плохо. По любым нормам моральным. Но если для вас это в принципе интересно с каждым мужчиной, да, там менять мужчин как перчатки, да, если для вас по вашей высшей жрице, она у каждого личная, индивидуальная. Если для вас это хорошо, то вас еще могут сдерживать рамки морали. И вы будете знать, что в этом обществе так не принято, поэтому это плохо. Несоответствие в своей глубинной высшей жрице с императором вызывает глубокий дискомфорт в выражении своих вот этих вот физических ощущений. Поэтому это очень несчастная императрица будет, которая не может выразить свои сексуальные ощущения, да, в каких-то там
приемлемых нормах. Поэтому она будет перевернутая. Она будет хотеть, но хотеть слишком многого по нормам морали, да, этого общества. С этим очень часто сталкиваются женщины, страдающие там в какой-нибудь в Арабских Эмиратах, где нужно всем ходить в покрывалах, да, ну вот, и делают только то, что император сказал. Вот, поэтому императрица там по умолчанию такая очень блеклая, очень в черном, в балахоне вся закрытая, не цветущая, не естественная. Естественная природная красота, она видна, да? То уметь любить свое тело таким, какое оно есть, но при всем этом, чтобы оно было здоровым. Потому как любить свое просто тело, если вы там слишком, там, ну как во мне. Я не очень люблю свое тело, потому как я неправильно себя в нем строю, да, я ем слишком много сладкого, я очень люблю сладкое, вот ничего с собой не могу поделать, да, как тот слон при звуках флейты, теряя волю и самообладание, вот мне дай что-нибудь сладкое, я все уже, да, вот дозу, вот, и вот я чувствую, что мое правильное физическое ощущение это килограмм на 85, а я вешу больше сотни. Ну, такое себе. Я чувствую, что императрица моя, она слишком такая, слишком ленивая. Ну вот. И мой внутренний император, он такой, давай, ну прекрати, что ты делаешь? Такое вот. А императрица, она такая, ну давай, еще там маленькую ложечку, ну от маленькой ложечки что будет? Вот. Потом еще одну ложечку, ну от маленькой что будет? И вот раз, и по одной маленькой ложечке накапливается большая вот неправильная императрица. И вот это вот еще. Императрица негативная в любом смысле. В смысле еды, в смысле действий, в смысле денег, в смысле проявления своей любви, если это слишком много, слишком еще, это тоже негативное. Хороший положительный рост, накопление чего-то и желание, чтобы у тебя все было хорошо, это правильно. А вот перебор с этим всем, это плохо. Вот. Получается, что жрица императрицу не научила, не наделила мерилом внутренним. Получается, что вас, потому как это вы, ну то есть человек, да, не вы именно, а вот человек, да, человек-то он чувствует все эти архетипы, да, человек-то проходит через все эти ощущения. Через высшую жрицу он постоянно с этим сталкивается, он понимает и закрепляет ее в себе правильно. Дальше он должен как-то научиться любить все вокруг, и все вкусное, и правильное, и мягкое, и то, чувствовать себя так, как умеет это делать мать, и естественно, потому что естественный материнский инстинкт, вот это правильная вещь, это правильное чувство. И также нужно делать со всем остальным. Как мать естественным материнским инстинктом любит своего ребенка, так мы должны любить вообще все то, что для нас полезно, то, что нам природа предписала через наши гены и прочее. Если у вас там острый слух и вам нравится музыка, вы естественным образом по Венере любите эту музыку, хотите еще, то, конечно, это чувство нужно развивать грамотно. Не упарываться полностью в музыку, а математика тоже надо, да, там писать тоже надо уметь. Вот, и императрицу свою нужно тоже как бы понять сначала, а уже потом, после того, как вы ее поняли, ощутили и поняли этот кайф от императрицы, от естественности своей, по императору нужно уже начинать уже думать о том, что подождите, вот давайте, все хорошо в меру. И вот это умение найти правильное правило, это уже следующий император. А об императоре мы будем говорить, наверное, на следующей неделе. Вот, потому как я попытаюсь еще как-то успеть там про мага, про другие карты еще надо сказать, вот те, которые 0, 1 и 2, да, шут, маг и высшая жрица тоже надо сказать будет про них, но попозже. Вот, добренько, 2 часа, дорогие мои братья и сестры, уважаемые любители Таро. Давайте, наверное, заканчивать будем на сегодня, потому как, ну, я так могу еще долго, но совесть же надо иметь. По императрице нужно себя как-то все-таки... Да, мне нравится вот по императрице. Вот вы наблюдаете сегодня мою вот императрицу. Мне хочется вот еще, потому как мне это в кайф. Мне это прям физически нравится. Вот. А на экране не видны ваши 100+. А я правильно камеру ставлю, чтобы эти 100+ видны не были. Вот так вот. Хорошо, добренько. Спасибо всем за вопросы, спасибо за внимание. Что у нас там по итогам эфира? Ну, 29 человек на пике и 20 на постоянной основе практически. Это круто, я считаю.
для такого вот философского введения. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Хорошо. Значит, рад был всех вас видеть. Желаю вам хороших выходных, что у нас там завтра суббота и воскресенье. Увидимся на следующей неделе. Поговорим про императора. Вот, по практическим значениям, по смыслу карты вообще в общем и целом. Ну и в конце следующей недели я еще императора расчекрыжу по вот этой всей скучной философии. Раз вам так заходит, раз вам нравится, то как бы будем двигаться. Мне лично нравится, мне в кайф, поэтому я это буду делать. Вот нравится вам или нет, это вы уже там сами себе решайте. Вот, как-то вот таким образом. Так что всем приятных выходных, хорошего вечера. Всем пока, счастливо.